Уважаемые подписчики, друзья, случайный зритель. Я приветствую вас на канале Роман Парфенюк. Все о монетах. Друзья, в сегодняшнем обзоре я покажу вам и расскажу о самых наиболее ценных вариантах монетных ошибок, или как их еще называют нумизматы, перепутки. Появление разновидностей советских монет связано не только с регулярным обновлением чеканочных штемпелей, но и с тем, что в процессе монетного производства, хоть и редко, но случаются технологические нарушения. В частности, это неправильно собранные штемпельные пары, что и приводит к появлению монет-перепуток. Перепутками нумизматы называют разновидности, возникшие в результате ошибочного применения штемпелей, не характерных для данного года или номинала. Начнем, пожалуй, с перепуткой с аверсами от другого номинала, цена которых достигает до 150 тысяч рублей. Друзья, из-за близости диаметров 3 и 20 копеечных монет на протяжении почти всего периода их совместного выпуска происходили ошибочные подмены штемпелей, используемых для чеканки аверса. Лицевые стороны этих монет хоть и похожи, но все-таки имеют явные отличия. Например, в период 1927-1930 годов их аверсы отличались шрифтом аббревиатуры СССР. В 1931 и 1933 годах наличием надписи СССР на аверсе, и с 1935 года звезда на 20-копеечных монетах всегда была плоская, а на 3-копеечниках выпуклая. Стоимость наиболее редких из таких перепуток достигает 150 тысяч рублей. Из наиболее заметных, а значит и интересных для нумизматов, отметим редкие перепутки 3 и 20 копеек 1931-1934 годов. Особую пикантность им придает следующий факт. Название страны на 3 копейках размещалось на лицевой стороне под гербом в виде аббревиатуры СССР, а на 20 копейках в том месте стоит декоративная черточка, так как государственная принадлежность на них обозначена в виде круговой надписи «Союз Советских Социалистических Республик», расположенной на другой стороне монеты. В итоге, когда монеты по 3 копейки по ошибке чеканились с использованием лицевой стороной от 20 копеек, то под гербом вместо привычного СССР был виден прочерк, то есть название государства на монете отсутствовало. Зато на перепутке 20 копеек с гербом от 3 копеек название государства прописано с запасом дважды, на каждой стороне и в сокращенном виде, и полностью. Аукционные цены на такие монеты ошибки достигают 100 тысяч рублей и больше. Известны и другие перепутки по номиналу, например, серебряные 20 копеек 1924 и 25 годов с аверсом от медной копейки. Их коллекционная цена в настоящее время составляет от 80 до 150 тысяч рублей. Далее мы рассмотрим перепутки ошибки со старым гербом, цена которых достигает до 300 тысяч рублей. Особым спросом среди коллекционеров пользуются монеты, у которых на лицевой стороне неправильный, так сказать, герб, то есть не соответствующий указанному на монете году. Экземпляры с такими вызывающими ошибками всегда считались у нумизматов особо ценными. Оформление герба СССР, а именно число лент, опоясывающих колосья, периодически менялось, так как менялось число республик в составе Советского Союза. Это находило свое отражение и в гербах, размещаемых на монетах. Первые годы до 1936 они были с 7 лентами. С 1937 по 1946 с 11, а с 1948 по 1956 колосья в гербе перевязывались 16 лентами. И, наконец, начиная с 1957 их стало 15.
В некоторые из этих переходных моментов устаревшие аверсы по какой-либо причине попадали в процесс монетной чеканки следующего года, что и приводило к появлению ошибок перепуток с неправильным гербом. Нумизматам известны 2 копейки 1948 года, у которых вместо 16 лент, их, как и на предшествующем гербе, всего 11, цена которых 50 тысяч рублей. 1 копейка 1957 года, у которых все еще 16 лент вместо уже положенных 15. Цена достигает за этот экземпляр до 300 тысяч рублей. А вот такие же 3 копейки встречаются довольно часто. Цена 12 тысяч рублей. Возможен и более редко встречающийся случай, когда в чеканку новых монет попадает штемпель реверса прошлого года с устаревшей датой. Так существует 10 копеек 1956 года, у которых в гербе не 16 положенных лент, а только 15, как у монет следующего года. Интересно, что существует и обратная перепутка. 10 копеек 1957 года со старым гербом, имеющим 16 лент. Оценивается каждая монета этой своеобразной пары в 50 тысяч рублей. Еще очень интересный вариант – это перепутки по металлу и размеры монетных кружков. При изготовлении монет возможны перепутки из-за того, что в процесс чеканки изредка попадают чужие монетные кружки. Особый интерес представляют случаи, когда они не только другие по размерам, но еще и другие по металлу. Нумизматам известно 8 наименований 3-копеечных монет, отчеканенных на белых мельхиоровых заготовках и предназначенных для 20 копеек, а также 9 выпусков желтых бронзовых 20-копеечников. Особенно часто такое происходило в 1931 и 1932 годах. Цена на перепутки по металлу этих лет стоит около 50 тысяч рублей. Варианты других лет более редки и стоят уже значительно больше. Иногда встречаются перепутки только по размеру. Например, 20 копеек, изготовленные на заметно меньшем кружке для 15 копеек, и 15 копеек на кружке для 10 копеек, 5 копеек на кружке для 3 копеек. Но вид такие монеты имеет не очень презентабельный, так как часть изображения отсекается в процессе чеканки. Нумизматами такие монеты рассматриваются как вид особого производственного брака. В каталоге они не попадают, и востребованность у них несколько ниже, чем у полноформатных перепуток. На аукционах цена на них, как правило, не поднимается выше 20 тысяч рублей. Друзья, а теперь мы рассмотрим самые наиболее ценные и популярные у нумизматов монетные браки. Коллекционную ценность имеют и монеты с крупным, хорошо заметным технологическим браком, который образовался в процессе чеканки. Если мелкие дефекты снижают стоимость монеты, то явный и ярко выраженный брак за счет своей необычности, наоборот, может существенно повысить ее стоимость. Большинство нумизматов не откажется пополнить свою коллекцию образцами редко встречающегося и фактуристого брака. Естественно, что цена бракованных монет напрямую зависит от того, насколько эффектно выглядит такая дефектная монета и как редко встречается тот или иной вид брака. Стоимость таких монет может достигать до 30 тысяч рублей. Повышенной популярностью пользуются монеты со следующими дефектами. Двойной удар. Он образуется при повторном ударе штемпеля по застрявшей и частично сдвинутой в чеканочном прессе монеты. Сдвиг изображения, который получается, если монетный кружок изначально расположился не точно по центру. Чем сильнее смещение в каждом из этих случаев, тем дороже для нумизматов испорченная, так сказать, монета. К элитным бракам принадлежат инкузы, или так называемые залипухи. Это когда одно из изображений на монете дублируется на обороте в зеркальном виде. Образуется данный вид брака, когда по одной из сторон чеканочный удар наносится не рабочим штемпелем, а залипшей в нем монетой. В итоге одна сторона новой монеты получается нормальной, а другая имеет тоже изображение, но в негативном виде.
Дорогие зрители, если вам понравился этот обзор и каким-то образом пригодилась информация моего канала, я прошу поддержать мой проект лайком, подпиской. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новинок и обновлений. А на этом я буду с вами прощаться. С вами был Роман Парфенюк. Все о монетах. Всего доброго, друзья.